Военная разведка РФ готовила захват власти в одном из украинских городов. Могут ли США отказать Зеленскому и до какого года может продлиться война? Неожиданный прогноз из Лондона. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Что будет, если Байден отвергнет план победы Зеленского? И почему в Киеве говорят о том, что этой осенью решается дальнейший ход войны? Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет заканчивать войну любым способом, который лишил бы Россию победы. Макрон о будущем. Французский президент предлагает переосмыслить отношения с РФ. Какими они должны стать? Это, без сомнения, самый большой вызов нашего времени. Российская группировка готовилась к захвату власти в одном из городов Украины и удару по ВСУ с тыла. Служба безопасности України заявляет об успішній спецоперації по обезвреживанию. За матеріалами справи резидентом, тобто старшим агентом групи, був 49-річний мешканець тимчасово окупованного Криму. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке, репосту. Для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Этой осенью решается, что будет дальше с войной в Украине. Так считает Зеленский, который в эти дни находится с визитом в США. В Америке он должен представить свой план победы Байдену, Харрис и Трампу. Зеленский говорит, что этот план должен укрепить Украину и усадить Путина за стол переговоров. Кроме того, Зеленский ответил изданию «Нью-Йоркер». А что будет, если действующий президент США не одобрит этот план? Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет заканчивать войну любым способом, который лишил бы Россию победы. И в итоге мы оказались бы в очень долгой войне, невозможной, изнурительной ситуации, в которой погибло бы огромное количество людей. Сказав это, я не могу ни в чем винить Байдена. В конце концов, он сделал важный исторический шаг, решив поддержать нас в начале войны. И этот шаг подтолкнул других наших партнеров сделать то же самое. По данным The Times, в плане Зеленского прописаны пункты о получении современных вооружений, также гарантии безопасности для Украины от стран Запада, аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО, получение международной финансовой помощи для восстановления экономики. Кроме того, авторы издания утверждают, что один из пунктов плана победы – это продолжение операции ВСУ в Курской области. Что означают слова Зеленского о том, что уже этой осенью решается, что будет дальше с войной и что действительно может быть дальше? Эти вопросы мы задали военно-политическому эксперту, соучредителю Национальной политической академии, а также руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко. Я думаю, что очень важно, что Украина показывает, что мы способны переломить ход ситуации в лучшую для нас пользу. Я имею в виду Курскую операцию наступательную, которая продолжается на территории России. И я имею в виду то, что Украина начала еще один этап этой войны. Это дальнобойные удары по российским арсеналам и складам с боеприпасами, где значительное количество этих боеприпасов хранится, в том числе и ракет. Второй момент – это то, что сейчас как раз под это украинский президент хочет консолидировать Запад, в первую очередь США, что смотрите, мы способны дальше продолжать борьбу, но нам необходима поддержка для того, чтобы остановить продвижение российских войск на Донбассе и помочь нам дальше переламывать эту ситуацию и все-таки вынудить Россию идти на уступки. Потому что Путин поднимает только язык силы, и мы видим, как это работает на примере той же Курской операции. Вот, собственно говоря, это основные аспекты. В РФ тем временем очень бурно и даже с истерикой реагирует на действия Зеленского, который говорит и о завершении войны, и о том, что идет подготовка ко второму саммиту мира, и о том, что россияне должны участвовать в этом саммите. Как ранее рассказывала команда «Нехта», Мария Захарова, как официальный представитель Министерства иностранных дел России, уже заявила, что Москва принимать участие в мирном саммите не будет. А после уже заместитель Небензи в ООН интерпретировал по-своему действия Киева. Его заявление приводят официальные пропагандисты Кремля. Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область. Это лучший ответ всем, кто надеялся, что в Киеве стремятся к миру.
Напомню, что в Киеве неоднократно говорили, что операция ВСУ в Курской области имела несколько причин, в том числе и создание буферной зоны, чтобы российская армия не имела возможности обстреливать украинские населенные пункты. Интересно, но Полянский при этом ни слова не говорит о том, что Россия тогда тоже выбрала, а вернее не отказалась от пути эскалации, продолжая свое наступление в Донецкой области. Трудности и вызовы войны в Украине будут становиться глубже и жестче, особенно в конце 2025-2026 годов и далее. Об этом, как утверждает The Guardian, сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на одном из мероприятий лейбористской партии в Ливерпуле. Именно поэтому Лэмми считает, что союзники Киева должны набраться мужества и снять табу на использование Украиной западного оружия по объектам в РФ. Кроме того, по сути, Лэмми намекает, что война будет продолжаться как минимум до названных им сроков. Поэтому сейчас критически важное время для решительности, мужества, терпения и стойкости со стороны союзников, которые поддерживают Украину. Я, как министр иностранных дел, конечно же, не буду комментировать оперативные детали, так как это может лишь помочь Путину. Но в реальном времени создаются обсуждения среди союзников о том, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы. Тем временем Вашингтон-Пост пишет о возможных ответах Кремля на действия Запада, если там разрешат Украине бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ. Авторы издания говорят о том, что вариантов много, но это точно не ядерное оружие. К тому же на Западе все еще витает неопределенность, какой же вариант ответа выберет Путин. О том, как Москва действительно могла бы отреагировать на решение Запада, этот вопрос мы также обсудили с военно-политическим аналитиком. Я думаю, в первую очередь попадает Украина. Россия будет пытаться сделать все, чтобы окунуть Украину во мрак. Понятно, этой осенью, зимой. И достаточно серьезное заявление сделал министр иностранных дел Украины Сибига, который сказал о том, что Россия может атаковать в том числе подстанции, которые обеспечивают жизнедеятельность атомных электростанций. Это для того, чтобы их отключить, но это увеличивает риски ядерных катастроф. Я не исключаю, что Россия будет в том числе запускать свои шахеды целенаправленно по аэродромам в Румынии, где могут, как они считают, находиться F-16, либо пробовать эти же дроны запускать и по территории стран Балтии, как мы видели недавно по Латвии, что происходило. Помимо этого будут пробовать проводить диверсии мелкими разведывательными дронами на территории стран Балтии, так и Германии, Польши и Скандинавии. Ну и я не исключаю попыток диверсии на объектах военной промышленности в странах ЕС и, скажем так, военных объектах, полигонах, где проходят обучение и украинские войска. Но если это то, что Путин может использовать. Европе необходимо в будущем пересмотреть отношения с Россией. Кроме того, построить новый мировой порядок. В этом уверен президент Франции Макрон, и об этом он заявил на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже. Нам придется обдумать новую форму организации Европы и пересмотреть наши отношения с Россией, как и мир на этом континенте. Точно так же, как вы сказали, нам нужно построить новый мировой порядок. Это, без сомнения, самый большой вызов нашего времени, потому что наш порядок сегодня неполный и несправедливый. Он неполный, потому что был создан в конце Второй мировой войны и не учитывал проблемы, которые позже появились и стали доминирующими, такими как климат, который, безусловно, является одной из них, а также технологическая революция. Таким образом, для достижения мира нам надо создать порядок, в котором одновременно рассматривались бы вопросы мира и войны, развития технологий, климата и планеты без приоритетов. Оперативно-боевая группа российского ГРУ готовилась к силовому захвату власти в Одессе. Кроме штурмов админзданий, перед участниками этой группы стояла задача атаковать украинские силы обороны с тыла, если бы Росармия приближалась к Одессе. Таков сценарий был проработан еще в 2022 году. О проведении спецоперации по обезвреживанию этой группы Главного разведывательного управления РФ сообщает Служба безопасности Украины. В СБУ уточняют, что задержан глава, далее цитата, вражеской ячейки и его правая рука.
В службе безопасности говорят, что российская группа активизировала свою работу летом 2024 года и уже получила задание. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпасами, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження. За матеріалами справи, резидентом, тобто старшим агентом групи, був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострову він переїхав до Одеси, де після початку повномасштабної війни розпочав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Коля Лукашенко прилетел из Китая, чтобы сыграть для отца на рояле. Пропагандисты режима посвятили отдельный материал выступлению Лукашенко-младшего на одном из концертов, который устроили в честь так называемого Дня народного единства. Дня, которого в Беларуси ранее не существовало, но самопровозглашенный придумал и утвердил. Вы волнуетесь? Нет. Как настрой? Если надо, то буду. Приходится быть уверенным. А как настрой вообще? Настрой? Сделать красивый праздник сегодня, поучаствовать в нем. А подготовка была долгая? Подготовка была не 1 год, если взять все этапы подготовки. Напомню, во второй серии документального фильма «Нехта. Лукашенко. 30 лет на грани» наша команда рассказывала, что в детстве Коле Лукашенко позволялось все. Порой он мог ударить кого-либо из сотрудников службы безопасности президента. Лукашенко-младшего постоянно окружала целая свита. Один из сотрудников ФСБ президента рассказывал и о страхах Коли Лукашенко, который сейчас, напомню, учится не в Беларуси, а в Китае. Еще по поводу Коли был такой момент, когда Лукашенко его брал с собой в зарубежные визиты. Это сейчас достаточно такие редкие случаи вообще зарубежные визиты, кроме России, например. А раньше, как правило, если поездки в Европу, они были несколько дней. К тому же Папе Римскому и в Австрию, когда ездили, было то же самое. Так вот, когда ездили в такие поездки, брали большой рулон скотча. Ну, то есть такой липкой бумаги темного цвета. И в комнате, где проживал Коля, заклеивались все проемы дверные и оконные на момент сна. Коля боялся света. О том, чего еще боялся Коля и какие отношения у него с его отцом-диктатором, ответы на эти и другие вопросы вы можете найти в 3 сериях нашего документального фильма «Лукашенко. 30 лет на грани». Ссылки найдете в описании. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.